judge. Итак, из 4 стиха мы определили, что судья Бог. He's the master. Он господин. It's up to him to make sure someone stands or falls. И он определяет, кто стоит, а кто падает. But it's interesting, he says, God will make him stand. He can make him stand. Но интересно, что он говорит, что Бог может восставить его. All right. Will someone read verses 5 through 9? Теперь кто-нибудь прочтите, пожалуйста, с 5 по 9 стихи. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, и поблагодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли и умираем, всегда Господь. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. This is incredible. Это поразительно. What do I do then if God is the judge? Что же мне делать, если судья Бог? Well, he says in verse 5, let each one be fully convinced in his own mind. В этом стихе он говорит, что всякий должен быть твердо убежден в своем уме. Let's stop and take that in. Давайте теперь остановимся и поговорим об этом. One of them is wrong. Но один же из них ошибается. He's theologically incorrect about this issue. Теологически он ошибается в этом вопросе. The truth is, God does not care what kind of food you eat. На самом деле Богу ведь все равно, какую пищу ты ешь. But Paul says, whichever decision you make, be convinced in your own mind. А Павел говорит, какое решение ты примешь, пусть это будет по удостоверению ума твоего. То есть будь убежден в этом, что это правильно. This is huge. Это такое очень важное выражение. If you don't agree with someone, То есть, если ты с кем-то не согласен, you better make sure you know exactly why and be faithful to that. тогда ты должен быть полностью уверен, по каким причинам ты с ним не согласен. И как бы Be faithful to that. и тогда оставайся тогда верен своим убеждениям. Each Christian has the responsibility, like I said in Philippians 2, to work out your own salvation. Потому что Филиппийцам 2 глава говорит, что каждый христианин обязан, там, что у нас говорится, что каждый... 2, 12, and 13. Philippians? Yep. Сейчас, I forgot it. That's all right. 15? Yep, 2, 12, and 13. No. О, 12, 13. Сейчас я посмотрю еще раз как. Со страхом совершать свое спасение. Да, слово забыла. Писание говорит, что каждый христианин сам обязан совершать свое спасение. And to do that, how? Как совершать? Flippantly, easy, not really thinking about it? Просто так легкомысленно, безрассудно совершать спасение? Или как? It's a serious issue with fear, with trembling. Серьезно, потому что говорится, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. So he says, be convinced in your own mind. Поэтому он говорит, будьте убеждены сами в своем разуме. Don't pass judgment on the other. Но не судите других. Even though one of them is wrong, Даже если один из них не прав, he's telling the one who's right, don't pass judgment он on the тем не other. менее говорит тому, кто прав, не осуждай другого. He says, the one who observes a certain day, he does it to honor the Lord. Он говорит, кто различает дни, он делает это для того, чтобы почтить Господа. The one who eats something is eating to honor the Lord. Кто ест, делает это для того, чтобы почтить Господа. The one who doesn't is doing it to honor the И Lord. кто не ест, тоже делает это, чтобы почтить Господа. Can we honor the Lord in something he doesn't really care about? Можем ли мы почтить Господа чем-то, что для Него на самом деле безразлично? Apparently, yes. Получается, что да. Now, we love to just quote parts of this section and talk about meats, food.
Мы любим цитировать часть этого отрывка и говорить только о мясе, о еде, какую можно And I есть. think we do that on purpose. Но мне кажется, мы так специально поступаем. It keeps it far away. Тогда это от нас оказывается далеко. From here we can say, well, of course meats don't matter. Вот теперь, находясь здесь, в наше время, мы можем говорить, конечно, было неважно, It's not our problem. ешь ты мясо или нет. Ведь это не наша проблема сегодня. But what uncomfortable issues do we disagree on can also fit here? Но а какие не совсем комфортные для нас темы тоже сюда могут подпадать, по которым у нас есть разногласия. Is this an appropriate interpretation or application of our disagreements over instrumental music? Нельзя ли сказать, что здесь можно увидеть аналогию со нашим спором по поводу музыкальных инструментов? Can that fit in here? Может эта тема сюда подпадать? To say that one of them is wrong, for sure, one of them's wrong. При этом говоря, что один из этих вариантов на 100% неправильный. One or both, actually, is the reality. It could be На wrong. самом деле или один, или другой неправильный. But let the one who believes they can praise God with the guitar, praise God with the guitar. Но может ли человек, который думает, что он может прославлять Бога с помощью гитары, прославлять Бога с помощью гитары? Even though, let's say, he's wrong. Ну, даже несмотря на то, что давайте скажем, что он заблуждается. Does that apply here? Применим ли этот принцип здесь? Well, if it doesn't, we've got to answer the question, what things make us uncomfortable that we disagree on do apply here? Если это что не подходит, тогда нужно ответить на вопрос, а какие же вопросы, по которым у нас есть разногласия, из-за которых у нас есть какое чувство дискомфорта, сюда могут подходить? Be convinced in your own mind and do it to honor the Lord. Поступайте по удостоверению своего ума и делайте это для Господа. Even though each party thinks the other one is doing what dishonors God. Несмотря на то, что каждая сторона считает, что другая сторона, наоборот, не чтит этим Господа. Even though the other side thinks that the other ones need to stop what they're doing. Даже несмотря на то, что одна сторона считает, что другая сторона должна прекратить так себя вести. Я бы к этому вопросу отнесла мытье ног, покрывание головы, когда избирают для себя, например, у пятидесятников не краситься, это их выбор, носить только длинные рукавы или хотя бы по локоть. То есть у меня сестры подруги, я знаю все эти нюансы, но они мне сестры. Yeah, that's good observation. Хорошее Good. наблюдение. All right, let's continue. Давайте продолжим. Somebody read 10 through 12. Кто-нибудь прочтите теперь с 10 по 12 стих, пожалуйста. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь. Предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». All right, he references back to the two parties in verse 10. Итак, он снова упоминает вот эти две стороны, упомянутые в 10 стихе. Why do you pass judgment? Обращаясь к ним в 10 стихе, он говорит, зачем ты осуждаешь? Who's he talking to? Which То есть, к какой стороне он обращается, когда говорит об осуждении? Ну, какой из них? Какой? the ones that were judging are the ones that avoided the meat. А кто у нас осуждал в этой стране, в этой ситуации? Тот, который избегал мяса. And I think you're wrong for eating it. Он говорит, я не ем, а ты не прав в том, что And he ешь. says, why do you despise your brother? А Who's второй talking говорит, about? что ты унижаешь брата твоего. Здесь он о ком говорит? Those who are enjoying their freedom, Те, которые наслаждались they're свободой, not appreciating the eyes staring at them. и им совсем не нравилось, что эти глаза за ними так пристально наблюдали, в то время, когда они кушали. And he says, why are you doing this? Я говорю, зачем вы это делаете? For, next sentence, because Ибо, we will all stand before the judgment seat of God. There's no word for it. и потому что конец этого стиха, он говорит, мы все предстанем на суд Христов. What's the point here? О чем он говорит? Who's the judge? Он снова говорит, кто судья? Кто судья? God is the judge. Бог судья. God is the judge. This reminds me of what I just told you about how I was trying to be my sister's parent. Это напоминает мне снова ту ситуацию, когда я старался вести себя, как будто
моя сестра мне как дочка, это я ее родитель. Did I have to like everything she was doing? Мне должно было нравиться все, что она делает? No. Нет. Did she do wrong things a lot of the time? Часто она поступала неправильно? Yes, she did. Да, часто. And she still does. До сих пор так поступает. But I'm not the parent. Но не я ее родитель. I'm not the mom. Я не мама. It reminds me of how it doesn't matter, it never matters what my sister will do, how bad she will still be my sister. И еще это напоминает мне о том, что бы ни делала моя сестра, какой бы плохой она ни была, она все равно будет оставаться мне сестрой. I may disagree with her. Я могу с ней иметь разногласия. I might not even really like her. Она мне даже, если честно, может и не нравится. But I love her because she will always be my sister. Я любить ее все равно буду, потому что она всегда будет мне сестрой. God will be the judge. Бог будет судьей. And that's his job, not mine. И его это работа, а не And I моя. have to tell you something so powerful. Я должен вам сказать нечто очень-очень важное, сильное. There is so much freedom when you understand who the judge is. Вы знаете, как сразу много свободы ты получаешь, когда осознаешь, кто на самом деле судья. We carry around the burden of thinking it's our job to decide who's saved, who's not saved, who's doing right, who's doing wrong. Мы на своих плечах постоянно носим это тяжкое бремя, думая о том, что ой, нам же нужно определить, кто будет спасенный, а кто не будет спасен. When you realize it's not your job, Как только вы поймете, что это не ваша you're работа, lighter. вам будет намного легче. And when people say, wait, are you saying that my grandma, who was a faithful Orthodox, that she died, she went to hell? И когда вас человек спросит, а ну подождите-ка минуточку, вы что мне пытаетесь сказать, что моя бабушка верующая, православная, которая раньше жила, ходила в православную церковь, вы мне что теперь говорите, что она умерла и пошла в ад? You can say, Вы можете спокойно сказать, I'm not the judge. я не судья. I'm responsible for what I understand. Я отвечаю перед Богом только за то, что я понимаю. I will teach that which I understand to be true, То я буду преподавать тому, что я считаю истиной. but I'm not the judge. Но я не судья. You will feel much И better вам in life when you realize it's not В your жизни job to draw a line. станет намного легче, если вы поймете, что не ваша работа начертить эту черту. God can cause anyone to stand if he wants them to stand. Бог может сделать, что любой человек будет стоять, если Бог захочет, чтобы он стоял. Even if it just goes against everything we could possibly think God would do. Даже He's если God. это будет идти вразрез с нашими представлениями о том, что он должен делать, он это может, потому что он Бог. He's the judge, not me. Он судья, а не я. Okay, 13 through 19. С 13 по 19 стих. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату повод к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен, Господи Иисусе, что нет ничего в тебе самому нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, ты уже не по любви поступаешь, не люби твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божие не пища, не питье, но праведность и мир, и радость в Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения людей. Итак, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию. Let us be peacemakers Давайте будем миротворцами and build each other up. и будем назидать друг друга. It says in verse 13, stop passing judgment on one another. 12 стих говорит, перестаньте судить друг друга. Stop worrying about what the other guy is doing. Перестаньте волноваться о том, что делает другой человек. Stop worrying about what your sister's doing. Перестань волноваться о том, что делает твоя сестра. But, Но he says, он говорит, stop judging, but look at yourself. перестань судить, а лучше посмотри на себя. You don't judge them, you focus on whether or not you're putting a stumbling block or a hindrance in their way. Ты не их суди, а посмотри, не становишься ты для них
преткновение, не подаешь ли ты им повод преткновению или соблазну? I'm going to go back to instrumental music here. Вернусь снова к теме инструментальной музыки. I personally am not a supporter of having them. Я лично не поддерживаю инструментальную музыку в церкви. Now, they are either right or they're wrong. Потому что эти люди, они либо правы, либо не правы. God either cares about it or he doesn't. То есть для Бога либо это важный вопрос, либо не важный вопрос. But we're not saved about whether or not we correctly understand musical instruments. Но мы спасаемся неправильным пониманием музыкальных инструментов. Unless we're willing to add to that list of ones, and there is one way to worship. Если только мы сами не хотим сделать приписочку к списку о том, что должно быть одно, и добавим там одно поклонение. If you're not comfortable with putting it there, then you need to understand that that's not what saves us. Если вам некомфортно что-то добавлять к этому списку, тогда вы должны понять, что это не то, что нас спасает. In any given church of Christ, let's say, В любой общине Церкви Христовой there are going to be people who want instruments, who don't want it. будут люди, которые хотели бы иметь музыкальные инструменты, и будут люди, которые не будут хотеть. And that's especially true now as the younger generation is growing up in the church and they don't quite see the arguments that the older generations have made. И особенно это актуально сейчас, где подрастает церковь молодое поколение, они не совсем воспринимают те аргументы, которые выдвигают более старшее поколение. Both sides are convinced they're right. И обе стороны убеждены в своей абсолютной правоте. What is the congregation supposed to do? Что общине делать? First, stop passing judgment. Verse 13. 19 стих говорит о том, что нужно перестать судить друг друга. Everyone will stand before God on their own. Каждый перед Богом сам предстанет. Even if he's the weak brother. Even if he's wrong. Даже если он слабый, немощный брат, даже если он заблуждается. But what else does these verses tell us to do? Но что еще мы должны делать в соответствии с этими стихами? Don't put a stumbling block in front of someone. Не ставить перед человеком преткновение или соблазн. Now let's make it clear, a stumbling block is not an offense. What you're Но doing offends me. That's not what a stumbling block is. что такое преткновение? Преткновение — это не обида. Это не то, что вот то, что ты делаешь, меня оскорбляет или меня обижает. Or I don't like it. Или мне это не нравится, то, что делаем. Это Stumbling block преткновение. is dangerous for a soul. Преткновение — это нечто опасное для души человека. Something that can cause someone to fall away from God. Преткновение — это то, что может заставить человека отойти от Бога. So how about I decide to never put a stumbling block in front of my brother? Если я решаю, что я не буду становиться преткновением для брата, или не буду подавать случай преткновения брата. If your brother is grieved by what you eat, Если брата очень беспокоит то, что ты ешь, or what you worship with, или его очень беспокоит то, как ты поклоняешься Богу, and you know that, если ты знаешь, что его это очень тяготит, you're not walking in love. If you know he feels that way, and you continue. но ты продолжаешь так поступать, ты уже не с любовью к нему относишься. So many of our fights would not exist if both sides were just striving to love each other. Очень многих бы наших споров и противостояний удалось избежать, если бы обе стороны стремились выказывать любовь друг к другу. Verse 16 says, "Don't let what you regard as good be spoken evil of." 16 стих говорит: да не хулится ваше доброе. Why would you want to force what you believe on someone just so that they could say, "Wait a second, this is wrong. You're wrong. These are wrong." А зачем вы кому-то что-то навязываете, с чем человек не согласен, чтобы просто привести к тому, что человек будет вас говорить вам: ты не прав, ты в этом не прав. Somebody's wrong in the argument Да. of instrumental music, А в вопросе инструментальной музыки одна сторона не права, or both. или обе стороны не правы. But how are we going to relate to each other? Но как мы теперь друг к другу будем относиться? We're going to call each other false teachers, Называть лжеучителями, not fellowship with each переставать other, общаться друг с другом, write letters about each other. писать письма друг о друге. Verse 17, 17 стих. the kingdom of God is not a matter of eating or drinking. Ибо Царство Божие не пища, не питье. What is it about?
What is it? А что это тогда? Радость, мир. Okay, here we have, again, a similar situation to what Jesus was saying to the Pharisee. Это похожая ситуация, как беседа Иисуса с фарисеями. The weightier matters, Более весомые вопросы, righteousness. важнее. Это праведность, мир, Are these other радость. issues important? А те другие вопросы тоже важны. Well, yeah. I mean, Да. if we're fighting over them, they're kind of important. We should deal with them. Если это действительно повод для споров, то как-то его нужно решить. God either cares or he doesn't И care. Богу либо это важно, как мы это именно будем делать, или ему все равно, как мы это We будем should делать. find out if he cares. И нам нужно постараться определить, важно для него это или не важно. But the kingdom of God is not a matter of these issues. Но Царствие Божье это не вопрос всех этих моментов. Righteousness, Это peace, joy. праведность, мир и радость. We all agree with this, I think. We Я all думаю, мы agree все с этим with this согласны. in principle. В принципе, я думаю, мы все с этим It gets согласны. hard when it becomes practical. Но на практике становится намного When we have the сложнее. real situation happening in our church. Когда в нашей церкви возникает какая-то конкретная ситуация. What if Paul said the kingdom of God is not about female translators? Что если бы Павел написал, Царствие Божье это не женщины-переводчики? Does that fit here? Как вы думаете, сюда это можно подвести? Oh, I certainly think it does. Я But думаю, что да, но the kingdom of God is not about clapping your hands Царствие during Божье service. это не хлопанье во время служения. Last year, В прошлом году I watched a 20-minute sermon from a preacher in the south of the United States. я смотрел проповедь, где-то 20-минутную проповедь одного проповедника из Южных Штатов Америки. On why clapping your hands inside the church building is a sin. Проповедь на тему, почему хлопание в ладоши в здании церкви это грех. As I'm watching it, I'm thinking, Слушаю эту проповедь и думаю, you have too much time on your hands. тебе, наверное, нечего делать, что у тебя так много свободного времени. Why don't you go outside and feed a homeless person? Пойди покорми бездомных, что ли. Kingdom of heaven is not about clapping hands. Это не хлопание в ладоши. It is righteousness, peace, Это joy. праведность, мир, радость. And we say the kingdom of God is not about guitars. Можем ли мы сказать, что Царствие Божие это не гитары? Does God care? Важно think ли это so. для Бога? Я думаю, что да. He either says it's okay, it's not okay. Либо Бог говорит, что так можно, либо Бог говорит, что так нельзя. Does God want us to agree with Him and each other? Бог хочет, чтобы мы были в согласии с Ним и друг с другом. Of course He Конечно, Он does. этого хочет. But we're not condemned if we're getting it wrong somewhere along the line. Он не осуждает нас, если где-то в процессе мы в чем-то заблуждаемся. Everyone struggles with this. All groups struggle with this. У всех с этим есть определенные проблемы, у всех групп с этим есть определенные проблемы. But the Church of Christ, the churches of Christ have struggled too long about what to do when we disagree. Но церкви Христовой особенно очень долго страдают от того, что не знают, как поступать, если возникают между церквями разногласия. We fought about it for 100 years, Более сотни лет мы как бы боролись с этим. and then we said, you know what would be great? А потом мы сказали, было бы хорошо, Let's make Ukraine fight about it for the next 100 years. если бы мы теперь эстафету Украине передали, пусть следующие 100 лет они теперь борются с этим вопросом. And so we brought those arguments Поэтому over. все наши споры оттуда мы привезли вам, чтобы и вы здесь продолжали спорить. What would we be fighting about if someone didn't tell us what to fight about? А вы бы знали, по каким вопросам нужно друг с другом спорить, если вам кто-то бы не рассказал, какие вопросы принципиальные по ним нужно спорить. It's okay to disagree with each other. Ничего страшного, если между людьми есть какие-то разногласия. It's okay to be convinced you're the strong brother. Ничего страшного, если вы убеждены, что вы сильный брат. It's okay to think your weak brother is wrong. Ничего страшного, если вы думаете, что ваш немощный брат заблуждается. But we must stop Мы condemning the weak brother. должны перестать осуждать немощного брата за то, что он заблуждается. Verse 20 through 23. 20 теперь по 23 стих. Ради пищи не разрушай дела Божьего. Все чисто, но ты человеку, который ест на соблазн.
лучше не есть мясо, не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверит. А все, что не поверит, грех. These are very strong verses. Это очень сильные стихи. Verse 20. 20. If that doesn't touch your heart, you're not reading close enough. Если этот стих не коснется вашего сердца, значит вы невнимательно его читаете. Do not, for the sake of food, destroy the work of God. Ради пищи не разрушай дело Божие. What things do we, for the sake of what things do we destroy the work of God? А мы ради чего иногда разрушаем дело Божие? We have destroyed the work of God over these disagreements. Мы разрушаем ради споров дела Божьи часто. And that is what we should be afraid of when we stand before God the Judge. Именно этого мы должны бояться, когда предстанем ним перед Богом, нашим судьей. People see our fights and they say, which one of you is right? Люди смотрят на наши ссоры и задаются вопросом, а кто из них прав? We cause someone who might have come through the doors to walk away. И, возможно, мы заставляем человека, который бы уже и пришел к нам, отвернуться и уйти. Based on Ephesians 4, I might add one more thing to that list. Вы знаете, на основании 4 главы Ефесянам я, наверное, мог бы все-таки к этому списку Based on the добавить context, еще один элемент на основе контекста. unity. Слово «единство». There is unity in the body of Christ. Есть единство в теле Христова. I mean, that's the concept, right? We're a body, Потому we что are one. это сама концепция тела. Тело, оно едино. Jesus prayed that we would be one. Иисус молился о том, чтобы мы были едины. Paul preached that we would be one. Павел проповедовал о том, чтобы мы были едины. But he continues to speak over being concerned about your brother. Но он продолжает на тему говорить того, что ты слишком озабочен по поводу своего брата. He says, be aware of how he feels. Он говорит, ты должен знать, как он себя чувствует. I may be convinced I'm right. Я, может быть, и убежден в том, что я прав. But if I push someone who's unsure, Но если я буду подталкивать человека, который сомневается, I'm contributing to him being potentially condemned before God. то тогда, возможно, я вношу вклад в то, что этот человек может навечно подпасть осуждению перед Богом. This is why, at least in any church that I am going to have leadership over for the foreseeable future, I'm not going to bring instruments in. Именно поэтому я считаю, что вот в любой общине, где я буду служить в дальнейшие годы, я не вижу, как я могу сетовать за то, чтобы добавить музыкальные инструменты. That's one of the reasons. Это одна из причин, почему я But не it's буду really этого the делать. main reason. Но это главная причина. I'm glad, sure, I'm glad. Glad for you, few people who think that it's fine to have. Я рад за вас, если здесь есть несколько человек, которые считают, что можно использовать But there are музыкальные going to be some very confused people with weak faith if that happens. Но я вам хочу сказать, если такое произойдет, то у нас будет очень много людей запутавшихся, людей такой вот запутавшихся в своей вере, если такое произойдет. And I will not destroy the work of God over an argument like that. А я ради таких подобных споров не готов разрушить дело Божье. All right, last one. И последний. As in everything Как else, и во let's всем, follow the example of давайте Christ. следовать примеру Христа. Verses 1 through 4. Who will read? Oh, just verse 1 through 4 right now. 15. Кто-нибудь прочти, пожалуйста, с 15 главы, с 1 по 4 стих. Мы сильные должны просить помощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но как написано, злословие от злословящих тебя, пари на меня. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохранили надежду.
Бог же терпения и Все, все, до 4. We do not seek to please ourselves, we seek to please Мы должны угождать не себе, а брату. We have an obligation to bear with the weak. На нас возложена обязанность сносить бессильных. And again, let's not be too quick to think that we're the strong ones all the time. Но с другой стороны, давайте не слишком быстро не как бы спешить с выводами о том, что во всех случаях мы сильные брат. Christ desired to give up Christ gave up what he desired for the sake of us who were weak. Христос отказался от того, чего хотел Он ради нас, немощных. Why would we do any differently? А почему мы должны иначе поступать? Okay, verse 5 through 7. И теперь, пожалуйста, с 5 по 7 стих. Бог же терпения и утешения дарует вам быть единой мыслью между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию. May God grant us this harmony together. И да дарует нам Господь такую гармонию друг с другом. The harmony of disagreeing but being in peace. Гармонию, при которой у нас могут быть разногласия, но мы будем жить в мире друг с другом. Remember, the concept of harmony in music are different parts that make one Вы beautiful помните, что sound. такое вообще термин гармония в музыке означает? Это когда каждый инструмент играет свою партию, но вместе они воспроизводят прекрасную музыку. They're not supposed to be the same. И они не играют одинаковую партию, они должны ее играть одинаково. Let us live in this harmony and peace Давайте жить в этой гармонии, в этом мире, so that we can, with one voice, чтобы мы могли одним голосом, glorify God. одними устами славить Бога. I'm afraid the picture on Sundays is not always that pretty. К сожалению, не всегда вот наш образ того, что происходит в воскресенье, настолько прекрасный. I think there's so many groups praising God with their eyes closed and their ears covered. Такое впечатление, что люди, многие очень прославляют Бога, но так прославляют, что у них и глаза, и уши закрыты. I'm praising you. Они как бы говорят, я прославляю тебя. They're not praising you. I'm praising you. Другие тебя не прославляют, только я тебя прославляю. It's not one voice. Это не единым голосом. Therefore, verse 7, Таким образом, или посему, 7 стих, welcome one another, принимайте друг друга. accept one another, Принимайте друг друга, as Christ welcomed как и you Христос принял вас. for the glory of God. Славу Божию. Accept one another, Принимайте друг друга. accept the weak. Принимайте славу. Accept each other when you disagree about things that do not affect your eternal position before God. Принимайте друг друга, если это не влияет на вашу вечную жизнь с Богом. This has taught me again, just standing here reading it with you. This section has taught me. Этот раздел, вот даже здесь, пока я стою и вам преподаю, и вам чему-то меня научил. It's a powerful section. Это очень сильные слова. And when you read the whole context, it's even more И powerful. когда вы читаете их в контексте, они становятся еще сильнее. Okay, I'm not asking the question, what did you think about all this? I'm asking the question, what did you hear? Сейчас я вас не буду спрашивать, что вы думаете обо всем, что я говорил. Я задам вопрос по-другому. Что вы услышали, что я сказал? What things did you hear? Что вы услышали от меня? Именно что вы услышали? Я понимаю для себя, но это слово очень часто назидало. У нас была проблема. Да, мой отец христианин, моя сестра тоже крещенная, но она вот упала, он смотрит, осуждает, и сам как бы вот тонет вместе с ней, с осуждением. Ну, я так считаю, мне сейчас это дороже, что муж лучше пусть возлагает Бога на Бога, и в молитве между притыканием, и во всем. То есть лучше, наверное, смотреть на Бога, возлагать Ему и самому свое спасение держать. Не держаться за нее и не смотреть, что она утопает и осуждает. What else did you hear? Что еще кто услышал для себя?
Это свобода, понимаешь, что я Бог, и что не надо так сильно волноваться за то, что брат или сестра неправильно поступает, так как я считаю. Yeah. We can be concerned Нет, about the right or wrong. нет, это Just clarify. Да, я хотела просто уточнить, что ну, как бы, это не значит, что нас вообще не должно беспокоить, что правильно, а что неправильно. If we think someone's doing something wrong, we certainly want to tell them and То study with есть, them. если мы считаем, что человек поступает неправильно, нам нужно поговорить с этим Да, человеком. нужно Нужно сказать, сказать, не волноваться так сильно, прям, что вместо того. Когда нам придется выбирать в вопросах мнений, то выбор должен быть в пользу только мира. То есть, если это приведет к миру, вот так и поступим. Если к разрушению, мы не должны осуждать брата по вопросам, которые не ведут, ну, мы должны только держаться тех вопросов, которые влияют на наше спасение, а остальные вопросы они не существуют. Я тоже человек, если ты не имеешь ясного значения, ясного объяснения его поступка, почему он не может этого делать. а можно вот сделать твердый вывод, что в вопросах именно спасения нужно стоять твердо, не поколебимо. I believe so. я в это искренне верю. I cannot consider someone a brother who does not believe Jesus Christ is the Son of God. Я не могу считать братом человека, который не считает Иисуса Христа Сыном Божьим. Now, the question of baptism is very uncomfortable Очень неуютный вопрос крещения. because there are so many people whose primary difference is that. Потому что у нас есть различие большое с группой верующих, где крещение одно из главных отличий. I cannot, in my good conscience, call that person a brother Я не могу в своей совести назвать такого человека братом. because they have not fulfilled that list of ones that I read about. Потому что, по мне, они не выполнивают этот список того, что должно быть одно. What will God do with a sincere believer who just was wrong about that issue? Что будет, как Бог поступит с таким человеком, который искренне верил, но по этому вопросу заблуждался? That's not my job. Не мое дело решать, что как он с ним поступит. I will tell him that I think he's wrong. Я скажу этому человеку, что считаю, что он I will not заблуждается. consider him a brother in Я не Christ, буду считать его братом во Христе. but I'm not going to condemn him Но to я hell не because it's буду not my осуждать job. и говорить, все, ты идешь в ад, потому что у меня нет такой работы. What else did you hear? Еще что вы услышали? То, что на Иисусе показано, что он не себе угождал, но Богу, да? Не в отношении человека, а в отношении Бога. Да? То есть он ничего не делал по-своему для себя, чтобы поссориться со своим отцом в каком-то смысле. Да? Что I also want to point out again that we're not talking about someone who knows they're in sin. Еще хочу уточнить. Мы сейчас не говорим о человеке, который знает, что он пребывает в Who грехе. said, I don't care what you say, Который I'm говорит, going to continue to А мне live in все равно, this что ты situation. будешь думать об этом, я продолжу грешить. We're talking about two Christians who Мы have говорим о studied, двух христианах, которые изучали they've какой-то вопрос, prayed, молились, and they've come to different но opinions. пришли к разному мнению по этому вопросу. Скажите, а может человек говорит, я делаю неправильно, но это не грех? That's a good question. Хороший вопрос. Когда он сам разделен сам в себе, получается. Если это неправильно, то тоже грех. Понимаете? Иначе это было бы правильно. Какое царство не стоит. Not going to touch such thoughts. Okay. Any other things that you heard? No, I just. Ну, вопрос Good job. хороший. Good question. Это хороший вопрос, так и оставим. I just. It's not exactly our topic. Но это не совсем наша тема. All right, let's finish this. Тогда давайте заканчивать. I pray that you will be excellent students of the Word. Я молюсь о том, чтобы вы были блестящими студентами, учениками Библии, Approaching it
with humility. подходили к ней со смирением. We are all plagued with something as humans that I call the arrogance of now, of this moment. Мы все с вами немножечко заражены таким явлением, которое я называю высокомерием сегодняшнего дня. We think we've learned everything we can know today. Мы думаем, что сегодня мы уже знаем все, что только можно знать. And I'm not even talking about just in Christianity. Я в данном случае касаюсь темы не только христианства. Today we know everything there is to know about medicine. About. Medicine, the medical. Мы сегодня знаем все, что только можно знать о медицине. How many times has coffee been healthy and then unhealthy? Сколько раз писали о том, что кофе то полезно, то вредно. How many times have eggs been healthy? How many times have eggs been unhealthy? Как часто писали о том, как яйца полезны для здоровья, и как часто писали о том, что яйца вредны для здоровья. And whatever the opinion is today, I feel like we finally know the И вот как только выходит новая статья сегодня про это, мы думаем, о, вот теперь мы знаем правильный ответ, потому что вот сегодня именно так говорят. So with everything in life, parenting. Это относится ко всему, к воспитанию детей. Every year I look back and think, wow, I've learned so much. I guess I'm done now. И It's вот just a feeling like I'm now who I каждый am. год смотришь, да, что-то новое узнал, думаешь, о, ну все, я столько всего нового узнал по этой теме, теперь я все знаю по этой теме. I've grown so much, therefore I've stopped growing. О, я так возрос, что я все дальше не могу, уже некуда. Of course, we know this is ridiculous. Но мы знаем, что это смехотворно. We are all continuing to grow and to learn. Мы все продолжаем возрастать, Me, учиться. first and foremost, I've learned so much about this topic, thought so much about it in the 2 years since I taught it the first time. И вы знаете, даже говоря по этой теме, я за последние 2 года как много для себя открыл, узнал по этой теме с того момента, когда я преподавал ее здесь первый раз. What am I going to think, feel about all this stuff in 2 more years? Что я буду думать или чувствовать по этому поводу еще через 2 года. Don't hold other Christians to the standard of perfection. То есть не пытайтесь как бы мерить других христиан с каким-то эталоном совершенства. We've all taught incorrect things. Мы все иногда преподавали что-то неправильно. None of us know everything. Никто из нас абсолютно всего не знает. I've been amazed to hear old preachers in their 70s say, I now look at this completely different. И меня поражали те моменты, когда я слышала от проповедников пожилых за 70 лет, людям уже было возраста, и они говорили, ой, сейчас я на эти вопросы смотрю совсем иначе. Let's not be tempted by having the arrogance of now. Поэтому давайте избегать вот этого высокомерия сегодняшнего дня, думая, что сегодня мы знаем именно правильно. False teachers, not someone who accidentally gets things wrong. Лжеучитель — это не тот, кто по ошибке неправильно что-то понимает. Are your essentials right? А вот в основных, существенных вопросах вы правы? Those right? Правильно ли вы понимаете существенные моменты? So I pray that God gives you a spirit of humility Я молюсь, чтобы Господь дал вам духа смирения, as you continue to study. когда вы будете изучать дальше. And like I said, it's not my goal to make you agree with me. И, как я уже говорила, моя цель не заставить вас со мной в чем-то согласиться. I just hope that I've given you a good foundation on how to find the answers yourself. Просто надеюсь, что я помог вам заложить хороший фундамент для того, чтобы самим искать ответы на вопросы. May God give you the boldness to be able to say in front of a group of people, I don't know about that. И даст вам Господь дерзновение в присутствии целой группы людей на какой-нибудь вопрос ответить, я не знаю, ничего, я не могу ответить на вопрос, я не знаю. May He give you a spirit of peace and patience as you meet people who disagree with you. И даст Он вам дух мира и терпения, когда вы будете встречаться с людьми, не согласными с вами. And that you seek to be unified И чтобы вы стремились к единству, so that we can with one voice praise. чтобы мы одними устами славили Господа. So these are the 6 things as we walk away from this class that I want you, if anybody asks what we talk about, I want you to say these things. И вот есть 6 вещей, о которых мы с вами в основном беседовали на этом уроке. Если вас кто-то спросит, о чем вы говорили на этом предмете, вы должны запомнить эти 6 вещей. There's a lot of stuff that could be misinterpreted from different people.
Много людей могут быть неправильно поняты, могут быть неправильно истолкованы. So let's agree on these 6. Но по этим 6 вопросам мы должны быть с вами в согласии. Okay. I heard you right. Что-то я не вижу, что кто-то писал. That will be on the test. Даже за тест. Couple notes. Итак, несколько еще заметок. The book I really wanted you to read, this is what it's called. Книга, которую я на самом деле очень хотела для вас достать, чтобы вы прочли, называется так. It really gets into the concept of genres of Вот там scripture. очень глубоко раскрывается тема жанра в Писании. A lot of the outline we followed in class did come from this book. Очень много материала, который мы рассматривали, план материала, который мы рассматривали на уроке, был взят из этой книги. It's hard to find in the hardcover. Очень трудно найти ее в твердом переплете. There is a PDF that I found online to И download. вообще ее в напечатанном виде трудно найти, но есть в интернете, она можно ее скачать в PDF-файле. But if you are going to continue learning, or maybe you're going to teach a class similar to this, Но I если highly recommend you read that. вы эту тему хотите дальше изучать или даже, может быть, преподавать, я бы вам очень рекомендовал эту книгу. Also, I recommend you read like the whole book that I have given you. Также я вам бы очень порекомендовал полностью прочесть ту книгу, которую я вам раздал. The only thing that you need to know for the test tomorrow from today's discussion are the list of ones. Из сегодняшнего урока единственное, что будет вынесено на тест, это список того, что должно быть одно. Your reading for tonight, the last one, И последнее ваше домашнее чтение на сегодняшний вечер, is chapter 12. 12 глава. Okay, we have about 10 minutes left. У нас осталось 10 минут примерно. I want you to think back over the last 2 weeks the best you can. Я хочу, чтобы вы постарались вспомнить прошедшие эти 2 недели. I want to hear what things you're taking away from this class with И you. теперь вспомнив о том, что было за этими 2 недели, я бы очень хотела от вас услышать, что вы вот для себя больше всего взяли из этих уроков. I know it's hard to remember past Я today. понимаю, что трудно заглянуть дальше сегодняшнего дня, да, как бы больше помнишь сегодняшнее. Ну, постарайтесь. Я была очень рада и приятно удивлена тому, что узнавала очень много нового. И вот первое сразу, что меня очень в самом начале удивило, о том, что кому было разрешено войти в землю обетованную. То есть эти вопросы за 18 лет я не видела ответа. Спасибо. Взять вот то, что именно Ветхий Завет нельзя вот так прямо применять лично к себе. Для меня, как и раньше было, это очень важно понимать, что было написано тогда и для того, именно различие того, что экзегезе и герменевтика, то есть это очень разные вещи, и насколько они тесно друг с другом идут, но в то же самое время нужно всегда понимать культуру того времени и те аспекты, которые нам мешают понимать Библию нашего времени. И когда ты это понимаешь, когда ты начинаешь вникать в это, то некоторые стихи вообще открываются по-другому, и ты обращаешь внимание на какие-то маленькие нюансы, когда ты где-то на слово, то смысл вообще меняется. Это очень интересно. У меня тоже была проблема. То есть, в детстве то, что я не внимательна. А Библия, как христианин, очень внимательно рассуждать, над всем, над каждым словом задумываться, это помогает мне Я когда повиновался Господу 16 лет, Господу, а в Библии на 18 лет. Но я знал только Новый Завет и Псалмы.
Миллионов. Ветхого Завета я вообще не знал. Только потом уже Господи, и только сейчас вот, в Украине могу изучать этот Завет. Очень все по-новому выглядит вообще. Очень полезно. Все, что писал, все это для меня полезно больше Все эти 2 недели я ощущал, что Бог пишет на моем сердце вот такое. Будь всегда в положении ученика Христова. Я хочу с этим и пойти и служить. Очень важно, что не все книги можно использовать, и написанное в книгах все полезно, но не все использовать как учение. Это тоже открытие. В первую очередь, внимательное прочтение Библии и под разным углом, если читать, можно открыть много нового. То, что нам обычно преподают, когда человек видит от своего жизненного опыта, своей культуры, то есть когда толкуют определенные моменты из Писания, да, ну, рассказывают, как их понимать. Человек, его понимание зависит от его жизненного опыта, культуры, истории, ну, то есть все с этим связано. Поэтому это его личное, да, видение, но говорит, еще бы неплохо бы самому сидеть и разбирать, и как твоя именно жизненный опыт твой, да, он дает тебе понимание, которое ты определенных моментов Писания. Я получила множество ответов на те вопросы, которые были в моей жизни, видя христианскую жизнь моих знакомых друзей, благодаря именно экзегезе и определенному изучению Библии. Мне вот эти вопросы, они все сложились как бы цепочку логическую. И какой общий вывод, если смотреть на экзегезу, на то, что мы пришли за 2 недели, то понимаешь, что мало просто открыть Библию, прочесть какой-то отрывок и сказать: о, мне Бог сказал, значит, у меня готовое слово. То есть нужно глубже копаться и смотреть, то есть и комментарии, и мнения других людей дальше, а потом уже пытаться уже сделать какой-то определенный вывод. Потому что так можно будет более точно сказать, что это вывод не только твой, а это вывод еще и подтверждается. А так, кроме своего личного мнения, ты ничего не сможешь вынести вывод. Something I ask myself and challenge myself with is, how would I read this differently if there were no chapters and verses and little theme sentences? Я иногда тоже себя спрашиваю, а как бы я прочел тот или иной отрывок, если бы не было разбивки на главы, стихи или каких-то еще и подзаголовочков? What would we understand? Как бы я тогда понял? Actually, I've ordered a Bible that hopefully will be coming before the end of the year. That is exactly that. Кстати, я заказал себе вот такую копию такой Библии, и надеюсь, она до конца года должна быть доставлена, где именно вот без разбивки идет. When you can't just say, oh yes, this verse says, and you open it up, you have to actually look at the context. Когда нельзя просто сказать: ой, так, в этом стихе что говорится, ты будешь вынужден полностью прочесть, что там рядом написано. Something, somewhere when he was saying something about this, you already have to force yourself to think in context. То есть ты где-то ищешь, что здесь сказано по этой теме, но ты уже себя, ты вынужден смотреть в контексте. Any other comments, Mila? Мне очень много нравится этот курс. Больше всего мне понравилось наши практические занятия по Филимону. И как бы в очередной раз Библия ожила и повернулась другой с новой стороны. Мне бы хотелось, если было время, прочитывать просто все книги вот так вот 5 раз, 7 раз подряд и увидеть, ух ты, вот это да. И еще очень мне понравилось, если бы мы умели так рассказывать истории с добром самарянине и за то нашу Библию, так ее хорошо знать и так преподнести людям, я думаю, что было бы все больше и больше верующих людей. Katie? Katie didn't learn anything. А Кит ничего не вынесла для себя. That's because she wrote everything. Потому что она все писала. This is all her Это material. все ее материал. The reason she sits in here is to make sure I present it correctly. Она сидит, контролирует, чтобы я все правильно рассказывала. Okay, tomorrow's the test. Before the test, I'd like to try and get a picture of all 26 of us.
Завтра у вас будет тест. Перед тестом давайте постараемся сделать общее фото, сколько нас, 26 человек. After your test, you will be free to go. После теста вы будете свободны. Фотографии. There's no more class discussion. То есть завтра лекции вообще никаких не будет, только тест. Большое вам спасибо. So, shall we leave it too? Yeah, that's good.